Последние 2 недели мы наблюдали самый большой военный успех Украины с начала войны. Успех, который подорвал весь Северный фронт, все планы российского командования и даже веру некоторых провоенных зэшников в победу. Бегство российской армии, переброска техники и снаряжения с харьковского направления прямо непосредственно в арсенал ВСУ – это сенсация, за которой весь мир следил практически в прямом эфире. А теперь гадает, куда украинцы ударят в следующий раз и сможет ли Путин им что-то противопоставить. Однако давайте вспомним, еще полгода назад никто не верил, что Украина не то что перейдет в контрнаступление, но что она вообще продержится против России больше 3 дней. Сегодня поговорим о том, как весь мир заблуждался насчет Украины и как украинцы показали, чего они стоят. Давайте честно, до войны никто в мире не предполагал, что Украина сможет победить путинскую армию на поле боя. Большая часть считала, что и войны-то вообще никакой не будет. Я сам, с поправкой на безумие Путина, считал, по большому счету, так же. Что все это блеф, что как подвели войска к границе, так и обратно отведут. Ну, во всяком случае, точно мы так считали в 2 первых подвода к границе прошлой весной и осенью. Конечно, вот в этой весной это уже было иначе. Но все равно было ощущение, что большой фронтальной войны в Европе не может быть просто потому, что не может быть никогда. Мировые СМИ разбирали, почему Путин вторжение не начнет или почему начинать его абсолютная глупость. Надо сказать, то были разумные причины. Они до сих пор смысла не потеряли. I think the anxiety is itself Vladimir Putin's goal. My best guess is still that he's not going to invade because the enormous cost that would ensue would dominate the rest of his presidency in Russia. He knows full well that this would lead to a protracted war, resistance by the Ukrainian people, and insurgency on his hands for years. Хотя на каком-то этапе стало понятно, что логика шантажа может привести к войне, о чем мы говорили в феврале. I think the mistake we make in the West sometimes is we think that Putin's some kind of rational actor calculating the cost-benefit analysis of invasion, when in fact he's thinking about his place in the history books 50 years from now. Но, обсуждая перспективы войны, почему Путин ее не начнет, никто не приводил такой аргумент. Потому что ВСУ превосходят российскую армию, они выстоят, остановят вторжение и будут контратаковать. Был как бы такой консенсус. Если Россия нападет, то Украина гарантированно проиграет. Вопрос ставился так. Что Путин будет делать с захваченными территориями? Как он собирается их контролировать? Те, кто верил, что война все-таки начнется, военные эксперты всех рангов и мастей, просто сравнивали количество танков, самолетов, кораблей, артиллерии, смотрели, какого вооружения у Украины вообще нет, и делали простой вывод. С такой разницей в военном потенциале не выигрывают. Российскую армию все еще называли второй армией мира. Ну, откуда им тогда было знать, что половина российских танков существует только на бумаге, а еще часть не укомплектована экипажами? Know what will happen, but what we do know is that Russia has amassed the biggest force we have seen in Europe for decades in and around Ukraine. The Russians are in a position to be able to mount a major military action in Ukraine any day now. Так заблуждались не только журналисты и их источники. В Вашингтоне точно знали и что война будет в принципе, и то, какой у Путина план. Но все равно считали, что поставлять Украине тяжелое вооружение нет смысла. Все равно русские его захватят. Даже когда Байден в открытую с трибуны заявлял, что Путин начнет вторжение, прям даты называл, даже тогда США не верили, что украинцы остановят российскую армию. В лучшем случае начнут партизанскую войну. И вот для нее легкое вооружение поставлять можно и нужно. Президента Зеленского вообще уговаривали покинуть Киев. Но Зеленский остался. А 24 февраля Путин все-таки объявил о начале своей спецоперации. Ранним утром без объявления войны, сразу с 3 направлений, с ракетными ударами по жилым домам, с колоннами танков и другой техники, с захватом Чернобыльской атомной электростанции, с тиграми, идущими на Киев. Мир увидел, что такое путинская война, и миру стало страшно.
Tonight at 10, we're live in Ukraine, a country at war after a huge Russian military offensive by land, sea, and air. Russia has invaded Ukraine, advancing on this country in several directions. And that's what people here in Kiev are waking up to this morning. And it's not just Kiev, the capital, it's a number of eastern cities like Dnipro, Kharkiv, which is closest to the Russian border. Вспомнили самые страшные прогнозы. На картах боевых действий появлялись все новые зоны, захваченные российскими войсками. Путин грозился взять столицу Украины за 3 дня. Ему верили. For Vladimir Putin to get those 200,000 troops then throughout the entire country of Ukraine, if that's the goal, he says he doesn't want to occupy the country, Ian, but how long would it take him to take it over? I would say I'm not a military expert at all, but we certainly have them on payroll at Eurasia Group, and I would say between 1 and 4 weeks. Warning that Russian troops are moving in on the capital, closing in on Kyiv, saying they could storm the capital tonight. Американцы давали Киеву чуть больше – 96 часов максимум. Ukrainian soldiers were seen running through the streets of Kyiv as Russian forces entered the outskirts of the capital city. Когда в Гостомеле высаживался десант, никто в западных СМИ даже не обсуждал, сможет ли Путин взять столицу или нет. Все обсуждали, когда он это сделает. It's not a question of if Russia takes the capital, it's a question of when. It's likely that the Russians will take control of Kiev, though not without a fight. And I think, the evidence is that Putin's life depends upon making Ukraine into a client state, so he's all in. So at the end of the day, I don't think he's going to restrict his use of weaponry or tactics to achieve his aim. И успеет ли сбежать Зеленский? And new at noon, Ukraine's capital city of Kyiv could fall to Russian forces, which are quickly advancing. And if they take that capital, the question is what happens to Vladimir Zelensky, his family, and his cabinet. Кстати, мы в первый день войны сделали такой вот прогноз будущего и, кажется, в отличие от всех тогда, хорошо предсказали, что будет. Давайте вспомним, посмотрим. Я помню, как я в шоке абсолютно писал этот ролик в Лондоне в 5 часов утра. Российская армия сейчас сталкивается со страной, которая ведет войну 8 лет. Мы недооцениваем это по нашу сторону границы, но это так. Люди жили в тлеющей войне и были готовы к тому, что она разгорится. Никаких встреч с цветами, на которые, возможно, рассчитывают кремлевские политтехнологи, не будет. Там не будет никакой капитуляции. Будет война с регулярной современной армией. Война на предельно недружественной территории. Война с огромными жертвами. К вечеру мы узнаем, как на произошедшее отреагирует мир. Надо быть готовыми к тому, что наша страна будет отрезана от мировой экономики. Что мы заплатим за войну у границ Евросоюза и НАТО иранскими и северокорейскими санкциями. Что наша национальная валюта самым естественным образом отвяжется от нефтяных цен. Нефть мы просто не сможем экспортировать. Равно как и все остальное. Нас ждет самое тяжелое время в новейшей истории. Помимо людских жертв, оно может включать полную изоляцию от любого импорта, от любых технологий, без которых российская экономика откатится далеко назад. Европейцы и американцы соревновались в том, кто и как осудил Путина. Кто предложил большие санкции, кто проявил большую солидарность с Украиной. Но Путина боялись и не хотели вмешиваться. Помните разговоры, что поставки тяжелого вооружения могут привести к Третьей мировой войне? В первые дни войны Путин пугал всех гораздо больше, чем сегодня. A corner of Vladimir Putin might be willing to use tactical or low-grade nuclear weapons. So just so people understand that means literally what it sounds like, nuclear weapons that don't have the impact of some of the larger weapons, but they also, ironically, don't necessarily ensure the mutual assured destruction that people have assumed for the 70 years of the Cold War. Russia has the largest number of warheads at just over 6,000. While the US isn't far behind, no other country, not even Israel or North Korea, has anywhere near this type of capability. Западная помощь Украине в те дни – это легкое вооружение, гранатометы, бронежилеты, каски и моральная поддержка. Да, второй пакет санкций, это который заморозил активы Центробанка в Америке, стал серьезным ударом по российской экономике. Однако это было наказание за войну, а не способ ее закончить здесь и сейчас. Но шли дни, затем недели. Зеленский никуда не сбежал. И вместе с ним не сдались украинцы.
Даже в безнадежной ситуации на острове Змеиный они дали такой посыл русскому военному кораблю, что его услышала вся планета. Мир облетели кадры, как киевляне делают сотни коктейлей Молотова, как по всей стране стоят очереди в военкоматы. Киев отстояли, отбили его окраины, замедлили наступление путинских войск по всем фронтам. На самом деле, именно тогда украинцы одержали главную победу. У Путина был один шанс, один дерзкий план – провести блицкриг. Если бы Киев пал тогда, все было бы кончено. Но Украина выстояла. И это стало началом конца путинской авантюры. Сейчас прервемся на рекламу, дальше посмотрим, что сделали украинцы вопреки всем расчетам и доводам здравого смысла. Увы, прошло время, когда VPN пользовались единицы. Сейчас в России без него ни в Твиттер не пожалуешься, ни фотографию в Инстаграм не выложишь. Все большее количество людей скачивает бесплатные VPN-сервисы, чтобы вернуть доступ в любимые соцсети. Но сразу скажу, ничего не бывает бесплатным просто так. Такие сервисы могут торговать вашими данными или снижать скорость интернета. А что делать, если платный и безопасный VPN — это дорого? Так в том-то и дело, что не обязательно дорого. Если внимательно поискать, то можно найти интересные и выгодные предложения. Вот VPN Surfshark как раз проводит очень приятную акцию. С Surfshark скорость вашего интернета не будет падать, а все ваши данные будут надежно зашифрованы. Это особенно важно для тех, кто часто пользуется общественным Wi-Fi. Surfshark не хранит ваших данных, и помимо прочего у него есть функция Kill Switch, которая мгновенно отключает ваше устройство от интернета при прерывании VPN-подключения. Также Surfshark умеет блокировать рекламу, а значит контент грузится быстрее. А еще вы можете использовать одну подписку на неограниченное количество устройств. Сервис никак не связан с Россией, не накладывает санкции на оплату. Подписку можно приобрести через WebMoney, Крипту и UnionPay, а недавно добавили оплату через Kiwi. Так что обойдете блокировку российской карты за рубежом. Если вы присматриваете себе подходящий и безопасный VPN, обратите внимание на Surfshark. По промокоду CATS вас ждет скидка 83% на оформление подписки плюс 3 месяца в подарок. Ссылку на VPN Surfshark я оставлю в описании под видео. Итак, первые недели вторжения. Мир замер в неопределенности. Примерно в то же время появились и другие кадры. Не только прилеты путинских ракет, но и горящие колонны техники с буквами Z и V. Тела российских солдат. Мир начал понимать, какой ценой эта война обходится Путину и России. Оказалось, что российские войска не контролируют захваченную территорию, что у них нет тылов и снабжения. Зоны оккупации на картах боевых действий много где сжались просто до полосок дорог, на которых стояла пробка боевой российской техники. И Путин стал делать то же, что он потом будет делать каждый раз, когда на войне что-то не ладится. Усилил террор мирного населения. Каждый день мы видели новые страшные кадры. Людей, неделями живущих в метро. Обстрел детского сада. Потом разрушенный роддом в Мариуполе. Драмтеатр. Чем хуже шли дела у оккупантов, тем страшнее становилось всем нормальным людям. Когда российская армия отступила из-под Киева, Сум и Чернигова, мир узнал две вещи. Во-первых, все пошло не по плану российского руководства. Началась затяжная война, к которой оно не готовилось и вести которую не собиралось. И во-вторых, мир увидел Бучу. Horrific scenes in Bucha today, with the town's mayor saying they've discovered at least 2 mass graves as Russian troops left areas around the capital Kyiv, and we should warn you that these are disturbing images. It is the unthinkable has happened here. We have seen the cruel face of Putin's army. Mиллионы людей увидели, что оставляет после себя путинский русский мир. Нарратив поменялся. Horrific new video showing the moment a Russian military strike kills 4 people, including 2 children, in the city of Irpin, outside of Kyiv. Путин больше не был грозным правителем с огромной армией, которого не остановить и которого лучше не провоцировать.
которого надо как можно быстрее умиротворить, посадить за стол переговоров и уговорить украинцев подписать с ним любой, какой угодно мир. Путин в глазах мирового сообщества превратился в персонифицированное зло. Он олицетворяет все то, от чего цивилизованный мир 75 лет пытался уйти как можно дальше. My generic point is that, now you have Ireland and Great Britain and the Republic standing together against a murderous dictator. That any intentional attack or targeting of civilians is a war crime. Он стер с лица земли Мариуполь, грозился захватить Приднестровье. Да только образ вселенского зла уже никого не пугал, потому что за полгода наполнился деталями. Разворованной армией, солдатами-уголовниками и списанной советской техникой, которая почему-то не может выполнять боевые задачи. Out in the garden, we were shown her grave. A day after we went, Ukrainian police exhumed her body. The note, we're told, was left by a separate unit of Russians who found her body and buried her here. И все это в противовес Владимиру Зеленскому, за полгода ставшему самым влиятельным мировым лидером, которому стоя аплодируют в парламентах по всему земному шару. Зеленский и его команда использовали каждую возможность, каждую встречу, каждое интервью и каждый звонок западным лидерам, чтобы создать новый образ Украины. Не просто страны-жертвы сумасшедшего автократа верхом на боеголовке. Главное, что это страна-защитница мира от зла. Ее вооруженные силы прямо воины света, которые с собой закривають Європу від тирана. Саме так свобода виграє. Саме тому ця конференція важлива для всіх в Європі і стратегічно важлива, і тактично. Щоразу я нагадую, що захист України – захист усієї Європи, не тільки наш, усього демократичного світу. Это потребовало времени и сил, но теперь никто не скажет, что война в Украине просто разборки каких-то там славянских стран и нас не касается. Не поддерживать Украину и ее президента теперь маргинальная позиция. Надо отдать должное Зеленскому. Людям импонирует образ молодого открытого лидера, который и российским журналистам не откажет дать интервью, и членов Большой Семерки отчитает за задержки помощи и на передовую приехать не испугается. Да, кажется, что Европа все обсуждает слишком долго. Отказывается от российской нефти и газа как-то не быстро, вообще не торопится это делать. И вообще устала уже от войны, хочет жить мирно. Да, пускай медленно, пускай с опозданиями на недели и месяцы. Но Запад делом доказал все-таки, что теперь он верит в Украину и готов помогать. In the face of Putin's assault, we must continue to give our Ukrainian friends all the military, humanitarian, economic and diplomatic support that they need. The people of Ukraine are resisting with courage and determination, fighting for their freedom and for their future. We stand with them. President Zelensky addressed us with an impassioned message, thanking NATO allies for the significant support we are providing and stressing the vital importance of even more military assistance. Today, NATO leaders agreed that we must and will provide further support to Ukraine. Медленно, но верно росли поставки оружия Украине. Страны НАТО дали Украине новое ПВО и ПРО, дали тяжелую технику, Химарсы и М777. И нет сомнений, дадут еще больше. Europe has stood at Ukraine's side with weapons, with funds, with hospitalities for refugees, and with the toughest sanctions the world has ever seen. Of course, US-supplied weapons key in that battle right now. La France et l'Union européenne, avec nombre d'alliés et d'amis de l'Ukraine, font le nécessaire pour soutenir votre combat. Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen. And so is the mission of this contact group. We will work together to train Ukraine's forces for the long haul.
Общественное мнение в мире за полгода прошло путь от «Украина продержится несколько дней» через «надо помочь Украине сражаться дальше» до «Украина может победить». Putin will fail, and Ukraine and Europe will prevail. Причем это случилось не само по себе. Украинцы буквально заставили весь мир поверить в себя, в свои силы, в свою смелость, в готовность защищать свой дом. Her people are fighting with steel and with courage to defend their homes and their families and to preserve their right to decide their own destiny in their own country. Первые полгода Украина сдерживала натиск российской армии и копила силы, а теперь перешла в контрнаступление. И в этот раз мир понимает, кто ближе к поражению, и это совсем не Украина. Украина уже все доказала миру. Она смогла то, во что никто не верил. Не просто выжить, не просто не испугаться, а собраться с силами и дать отпор. Раньше на Западе шла дискуссия, стоит ли давать Украине оружие и тратить на нее такие огромные деньги, если шанс на победу призрачный. Этот разговор больше не имеет никакого смысла. Теперь вопрос стоит так. Сколько конкретно нужно дать вооружения Украине, чтобы она разгромила путинскую армию и вернула себе Донбасс и Крым? Огромная разница, согласитесь. Что еще обсуждают в мире? Конечно, украинское контрнаступление. Как оно организовывалось и на каком направлении будет развиваться дальше. It's a product of the extraordinary courage and resilience of the Ukrainian armed forces and the Ukrainian people. The Ukrainian offensive has been spectacularly successful so far and has left Russian forces completely off balance in the northeast and under increasing pressure in the southwest. Выяснилось, что США и Великобритания не только поддерживали Украину техникой и разведданными, они помогли разработать план деоккупации Харьковской области. Западные журналисты и военные эксперты обсуждают, сможет ли Украина уже сейчас отбить Херсон и Мариуполь. Про Путина тоже не забывают и со счетов его не списывают. Отступление будет стоить ему части поддержки и имиджа внутри страны. Снаружи ни того, ни другого уже не осталось. Про окружение и захват всего Донбасса России пора забыть. Нельзя взять что-то в клещи, если у клещей половина отвалилась. А именно это и произошло на северо-востоке Украины. Ukraine is celebrating, and rightfully so, the liberation of 150,000 people from Russian occupation. U.S. officials say that during their retreat, many Russian troops actually fled back over the border into Russia. Tonight, a major victory for the Ukrainians in what could be a turning point in this war. Ukrainian forces claiming to have retaken more than 40 towns in just a matter of days. Понятно, что для полноценного ответа на фронте российским войскам нужно подкрепление и новая техника, особенно учитывая, сколько они подарили Украине в Балаклее и Купянске. Где все это Москва собирается брать, вообще непонятно. Брать негде. Whatever they do, the Russians can't reinforce their positions very quickly. Somewhere they're going to have to dig in and wait for winter. Зато понятно другое. Единственное, что осталось сделать Путину, это садиться за стол переговоров, либо придерживаться старой тактики, то есть на любую обиду отвечать террором. Вот только переговоры Зеленский теперь будет вести исключительно после военной победы и на своих условиях, а обстрелами мирных городов после полугода войны украинцев уже, кажется, не напугаешь. Все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может. Они приняли решение оккупировать нашу страну. Но так как в 2014 году они приняли это решение, и хорошенько им по роже мир не дал, они пошли дальше. И дальше, и дальше. А мы им по роже даем. Еще весной я говорил на своем канале, кремлевские геополитики проиграли, как только вторглись в Украину. Мир переоценивал российскую армию и отказывался верить в силу ВСУ. Казалось, украинцы только отсрочивают свое поражение, но получилось наоборот. Это российские войска бомбежками и террором пытались скрыть тот факт, что эту войну им не выиграть. Украинцы не стали бежать, не стали сдаваться. Они встретили захватчиков боем. Больше никто не смотрит на их страну как на жертву, которую поздно защищать. Теперь весь мир следит за тем, когда и где Украина нанесет агрессору следующий удар. Будем следить и мы. До завтра.